Всем доброго раннего утра. У нас уже почти утро, который час? Ну, без 24. Если точнее, без 15. 4. Знаете, дорогие друзья, я для обычных людей, скажем так, очень много дарю, отдаю. Но иногда нужно не забывать и о практиках. Естественно, то, что я вам сейчас показываю, вы можете смотреть. Вообще, то, что для практиков можно смотреть и обычным людям, иногда и нужно, потому что вы будете вооружены, вы будете знать много того, что нужно знать обычному человеку, и меньше будет шансов вообще вас обдурить кому-либо когда-либо. Сейчас я хочу подарить практикам очень сильную работу, которую наверняка они слышали где-то, но никто никогда не делится своими родовыми знаниями, скажем так. Кроме меня, конечно. Дорогие друзья, на ключ ритуалы самые сильные. И я вам давала, если помните, да, ключ Ванант, ключ от всех дверей. Они замечательно работают и настолько замечательно, что просто диву даешься от их результатов. Еще есть у меня разбить замки. Это для практиков тоже очень сильная чистка. Замечательно работает, если работаете с людьми. Сегодня я вам хочу подарить, то есть практикующим людям, я хочу подарить ритуал, который они могут применить в своей работе, в своей профессии и помочь и снять просто безысходную ситуацию с людей. Вот когда, ничего не помогает, все применяется, одно, второе, третье, уже сил нет, попробуйте сделать этот ритуал. Попробуйте с ними провести этот ритуал, с людьми, и этот момент разрешится. Отливка на ключ, открытие ключом. Эти ритуалы вообще пришли с Востока. Первыми применяли такие отливки на ключ мусульмане. Но знающие люди в исламском мире, они передают из уст в уста, из поколения в поколение, и мало кто вообще из семейных, скажем так, своих сокровищниц что-либо подарит кому-либо и покажет, как делать. Поэтому приходилось многим по крупицам собирать эту отливку на ключ и каким образом и так далее, и так далее. Хочу вам сказать, что в моей семье эта отливка на ключ есть. Но я, переводя на русский язык, скажем так, немного видоизменила, не в плохом понимании, а подогнала под западного зрителя, во-первых, и, во-вторых, в том именно вот качестве, которым он есть, передавать нельзя. Я и так получала пару раз по шапке, потому что передавала свои личные семейные вещи. Но я не жалею об этом, потому что это помогало практикам лучше работать. И вот как видите, я делюсь с практикующими людьми. Это не первый раз и не второй. У меня есть и книги для практиков. Это к тому, что вот Хусроева там вообще никого не признает, она единственная на свете, никого не считает за ведьм, вся такая из себя. Нет, я не признаю всяких шаромых и всяких чмошников, которые абсолютно ноль по жизни. Вообще никто, всяких алкашей, всякий отход, всяких шалав-шлюх, я их не признаю, да, потому что они к магии не имеют никакого отношения, они просто сварливые грязные бабки, которые собирают сплетни по дворам. Вот их я не признаю, но
благодаря моим работам практикующие люди во всех странах мира, я не побоюсь этого слова, это так и есть. Тем более, что я отдаю это совершенно даром, скажем так, и у них есть возможность взять их и применить. Практикующие люди из разных стран, они улучшили свое колдовство. Они, во-первых, много чего узнали, им легче стало объяснять некоторые вещи людям. Они поняли разновидность порчи, они поняли разделенность, разновидность печати. Вы знаете, какая это большая помощь? Это огромная помощь. Во-первых, они стали более достойно относиться к понятию сила. Они уже они не базарные бабки, которые кидают карты. Это профессиональные люди. И их профессионализм в основном благодаря мне получился. Когда я сказала практикующим людям, нет у нас клиентов, у нас люди, которые к нам приходят, просят о помощи. Забудьте слово клиенты. Выше себя держите. У нас нет услуг, мы не служим никому. Держите себя выше. Достойно ведите. Если вам дана сила какая-либо, вы это развиваете внутри себя, значит, работайте достойно. Не позорьте имя магии. Понимаете? Термины, знайте печати, знайте врата магии, знайте, каким силам мы поклоняемся, знайте, как подразделяется. Хорош нести ахинею про отца и сына и святого огурца. Придите в себя. Не становитесь примитивными бабками, там, кустарницами, а покажите свой профессионализм. Почему? Я наоборот говорила, что я рада, если появится вот такая каста настоящих практиков, сильных практиков, которые, вооруженные этими знаниями, познаниями, заставят уважать магию. Так и случилось. И вот после моего появления мне писали, их немного. В каждой стране настоящих сильных практиков можно по пальцам посчитать. Это сейчас можно открыть там магия и миллион сайтов, миллион там верну мужа, приворожу. Конечно, аферистических сайтов до хрена и больше. Я говорю о практиках. Так вот эти люди, они благодарят меня и пишут. Они за то время, как появился мой канал, и как они начали работать, и многие из них и книги взяли, и так практикуют. Люди начали покупать себе дома, квартиры, машины, их благодарят, их одаривают. Понимаете, каждый человек становится похожим на своего учителя. Если твой учитель чмошный алкаш, что он может научить тебя? Мат-перемат, грязь, сплетни, так ты такой же и будешь. Вот твой уровень. Если твой учитель одаренный от богов человек, который знает и намного раскрывает просто тайны мироздания, значит, со временем ты тоже будешь выглядеть мудрым человеком. Понимаете, каждый ищет своего учителя, каждому соответствует его учитель, поэтому неудивительно. Так вот, я рада, что есть настоящие практики. Я говорила еще раз, есть сильные, есть средний слой, есть те, которые имеют силу, но им не хватает практики, им не хватает знаний, они это берут. Но эти люди никогда не придут и не скажут, а я ведьма, а вот мне сказали, а вот мне говорили, вот что у меня там это самое. А вот они сами это знают, и они никогда не красуются на моем форуме, они никогда, если напишут там, поблагодарят или что-нибудь еще, но вы их не заметите. Они никогда не будут писать, вот я тоже так работаю, вот я тоже практик. Вот я тоже там карты смотрю, да я вот это. Потому что они самодостаточные люди, потому что они в своем городе узнаваемые, потому что они работают, реально получают результаты, и они благодарные люди. Если что-то им интересно, нужно, они у меня спрашивают. Я же не выхожу и не говорю, вот этот человек у меня спросил, вот этот человек, вот мне, я сказала, я подсказала, я объяснила. Нет, зачем? Я для этого и даю, чтобы они правильно работали. Но я имею в виду, что я не признаю шаромыки-чмошников, понимаете? Мне не нужны их комплименты.
Это те люди, которые, если я их признаю, они будут меня хвалить до небес и говорить, что я самая сильная ведьма. Если не признаю, скажут, что я ни хрена не могу и начнут обливать меня говном. Это не люди. Это люди, которые каждого ублюдка, каждого шакала готовы до небес восхвалять, лишь бы он им сказал что-то хорошее. Знаете, да, кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Вот то же самое получается. А мне это не нужно абсолютно. Мне дешевые аплодисменты вообще не интересны. Их дешевые посулы могут оставить себе. Вот в чем дело. Я не признаю шаромык за практиков. Но говорить о том, что кроме меня других практиков не существует, это было бы смешно. Конечно, существуют такие, что от них камни просто дрожат. И никогда ни один практик, настоящий мастер, никогда мне не написал гадкое слово. Ни один настоящий мастер мне гадость не сделал. И никогда не касался моей работы, не переходил грань. Никогда. Когда ко мне приходят и сделано очень сильно, я говорю, отличная работа. Может, люди удивляются, как отличное там такое наказание на их голову. Но я вижу работу отличную, реально отличную, сильную работу. И я говорю, редко кто сейчас может это делать. Старое поколение бабушек ушло, новое поколение один из миллиона умеющих. Понимаете? И когда ты видишь сильную работу, вот прям, честно говоря, даже радуюсь, что еще остались сильные практики, еще могут делать. Посмотри. На самом деле, вы не поймете никогда. Это особая каста людей, понимаете? Это особая каста людей. И они друг друга понимают. Ни одна ведьма не нападет на другую ведьму. У нее нет на это ни времени, ни желания. И если ведьмы между собой затеют войну, им двоим по башке настучат. Им не дадут друг друга жрать, потому что они пришли... Здравствуйте, Алена. Они пришли в этот мир для того, чтобы заниматься своими делами. Они не должны воевать и есть друг друга. Они должны учиться друг у друга. И признание того, что кому-то дано больше, это не есть унижение себя как практика. Наоборот, это уважение к силе. Вот кому-то дано больше, значит, она больше отвечает за это. Вот бери, пользуйся ради всех богов. Пользуйся, работай этим. Это для вас дано. Это через меня дано вам всем. Понимаете? И сидеть и обгаживать человека, говорить гадости, понимаете, говорить какую-то хрень. Для чего? Для того, чтобы унизить этого человека, потому что вот ей дано, а мне почему не дано? Ну, вашу мать, древним ведьмам было дано, давайте их обхаем. Нет, мы же берем их работы и ими работаем, и благодарим их души за то, что они такие сильные работы нам оставили. То же самое и в этом случае. Берите, пользуйтесь и благодарите. Я даже вас не знаю, но вы работаете. Я помню, когда снимала одна тоже женщина, мастер из Перу. Я единственное поняла пару слов и свое имя. И она благодарила меня за то, что мои работы ей помогли очень многое понять, осознать, что ей нужно было это все. Она искала этого учителя, вот нашла в лице меня. И человек сидела с переводчиком, смотрела мои ролики. Понимаете? Перу. Вот почему я должна с ней воевать? У нее перуанская публика. Я не умею по-ихнему, да? Я не знаю их языка. Я не собираюсь весь Перу к себе привлекать. Вот человек в Стамбуле работает, например. Почему я должна ее ненавидеть? Тюркская публика не моя. Я не знаю этот язык. Да, я могу составлять, но свободно говорить надо с людьми, объяснять. А у человека это ее публика. Испания публика чья-то. Зачем я должна ненавидеть человека и там пытаться там, не знаю, обхаять? Вот и публика ее. Это она там работает. То есть, понимаете, хочу вам сказать, что настоящие практики им делить нечего. Судьба так распоряжается, что они живут далеко друг от друга и вообще не переходят друг другу дорогу. Кто-то живет в одной стране, кто-то живет в другой стране. Они просто видят друг у друга, учатся, понимают. Вот их дружба. Издалека они дружат. То есть дружат вот таким образом, друг у друга узнавая. Если есть кто, кому больше дано, пожалуйста, все они пользуются и благодарят. Силы ты не обманешь. Взять у меня работы, меня обхаять, ты силы не обманешь. Понимаешь, силы дали через меня.
Я не говорю там кланяйтесь мне, благодарите, но хотя бы гадость нельзя писать человеку, чьими работами ты пользуешься и чьи работы тебе принесли прибыль, уважение и благодарность. Вот о чем речь. Инга Хусроева признает практиков и прекрасно признает, более чем кто-либо, но настоящих. А вот этих вот шаромык, этих вот чмошниц с санными коврами, это ж не первые шаромыки пришли к нам. Это же не первые воры, это же не первые чмошные существа, алкашня пришла к нам в виде практиков. Их, конечно, я не признаю, их никто не признает, ни один нормальный человек их не признает. И мне плевать совершенно, что там про меня что-то будут снимать. Слава богам, что они меня не хвалят, потому что похвала из уст таких падших существ, не дай боги слышать кому-нибудь, понимаете? Лучше пускай такие ничтожества облаивают меня, это для меня как комплимент, чем они меня будут хвалить. Это представьте, какого уровня я должна упасть, чтобы они меня хвалили. Не дай боги такую похвалу из уст таких выродков. Итак, дорогие друзья, еще раз возвращаясь к тому, что отливка на ключ, что, скажем так, очищение на ключ для практикующих людей. Дина, ну, в нашем мире много шакалов, поэтому ничего удивительного, я лично не удивляюсь. Это вообще родовое. И оно пришло изначально от мусульман. То есть это восточная магия, магрибская, если уж честно. И они никому это не передают. Ну, редкий случай, просто невероятно, чтобы они кому-то это передали. Потом второй момент, отливка на ключ у гуцулов, то есть у альпийских колдунов, понимаете, у них, значит, есть отливки на ключ у закавказских народностей, это армяне, это тюрки, тюркоязычные, это карачаевцы, азербайджанцы и так далее. Еще раз говорю, очень редко, вот вообще, вот то, что я вам сейчас дарю, это уникальная вещь, и мало у кого оно вообще есть. И если у кого-то есть, никто его не передает. Я передаю, но я перевела с армянского языка и немного видоизменила. То есть это не усилить и не ослабить, просто видоизменила, потому что в том варианте, в котором есть, его просто нельзя дарить. Но в любом случае, это точно такой же рабочий момент, и разницы никак. Теперь, в этом заговоре много раз повторяется одно и то же. Это как бы... Знаете, почему иногда в заговорах и в ритуалах много раз повторяет ведьма одно и то же? Это как вдолбиться в дверь, понимаете? Вот ты разбиваешь эту дверь, разбиваешь эту стену, таранишь, бьешь этим словом, а слово имеет огромную силу, мы с вами это знаем. Для этого, смотрите, если человек, ну ни в какую не открываются пути дороги, если человек сам лично к вам пришел, замечательно. Сажайте напротив, проводите этот ритуал, отдаете этому человеку ключ. Сейчас объясню, каким образом. Если не получается у человека, значит, нужно поставить его фотографию на его имя, начитать, этот ключ завернуть или у себя спрятать, и так возможно, или отдать человеку. И так сработает, но если ключ окажется у него, оно сработает быстрее и сильнее. Если у вас окажется 60%, она сработает. Но этих 60% достаточно, чтобы просто смести с дороги все неудачи у человека. Отливка на ключ – просто освобождение всех дорог. Поэтому я и назвала ключ судьбы. То есть это не преувеличение, это именно так и есть. Теперь смотрите, далее. Ключ должен быть вот с таким вот широким вот носиком, или как там его называют, то есть широкий вот, открытый, чтобы через него можно было капать воском. Потом, после того, как вы отлили, 6 раз начитали. Если для себя, то говорите свое имя. Это практики делают.
Берете черную ткань в конце и красную ленту. То есть завернуть и как мешочком связать. Воск нужно отнести, закопать, 13 монет оставить, как откуп, и сверху лить алкоголь. Вот я специально взяла, вот показать вам. Ну, это такой маленький, можно такой вот маленький пузыречек. Полностью вот так вот круговыми движениями лить сверху, положить эти монеты, сказать «откупаюсь» и уходить. Итак, что мы с вами делаем? Мы с вами открываем все замки, которые у человека есть. Перед тем, как начать, да, кроме всего прочего, у нас еще могильник должен быть обязательно. Могильник нужно зажигать. 3 черные свечи. Но отливку делаем желтым воском. Воск не покупать в церкви. Ни в какую. Нету, значит, делайте вручную. Церковный воск здесь не подходит. Хотя там никто ничего не благословляет, ничего не делает, никакой энергии у него нет, но в любом случае она не должна быть вообще ни в каких эгрегорах. То есть это исключено. Так, секунду. Как гори. Да что ж ты. Так, после того, как вы эти свечи зажгли, и опять же один не сгорел. Подождите. Зажигайте вот такую большую спичку желательно. Если нету спички, значит возьмите какую-либо ветку, например, сухую или что-либо еще. Вот так проводите над водой. Это нужно для того, чтобы успокоить воду. Так говорила моя бабушка. Надо успокоить воду. То есть зажигаются все газы, все невидимые там, скажем, проявления над водой, чтобы вода стала спокойная и без лишних примесей. Ой. Таким образом нужно успокоить воду, проводя над водой. А потом я вам покажу, как это делается. Еще раз говорю, что такие тайны, такие секреты вообще это родовое всегда. Мало кто их отдает. И это древний метод, различные есть методы, но более древние варианты ни у кого нету и не было. Кроме некоторых, конечно. И кроме того, что вы сейчас услышите. Итак, вот таким образом. Да, еще пользуясь случаем, скажу. Мне начали в последнее время писать с просьбой отдать Кораны. Слушайте, говногруппа, эти древние Кораны подарены мне. Еще раз рот свой вонючий откройте в эту сторону, я вас очень далеко пошлю. Вы там, так там находитесь. Вы что думаете, что я настолько дура сейчас не поняла, от кого эти посланники, что ли? Отдать вам. Какого хрена я буду их отдавать вам? Кто вы такие вообще есть? Чего это я должна? Ой, да куку, они вообще давно клиника там, сумасшедший дом там, такой сумасшедший дом, что ни пером написать, ни словом сказать. Ну, телефон мой, представляете, телефон мой заклинил от этой энергии. Никак не открою. Да, это Люцифер. Нет, так на всякий.
Ну вот что это? Вот и как понимать? Заклинил мой телефон. Во, открылось. Замечательно. Хотела вам показать, но... Слушайте меня внимательно. Больше не смейте никогда сюда писать всякие свои вот эти... Посмотрите, пожалуйста, вот у меня что там такое. Посмотрите, пожалуйста, что у меня там еще вот этого. Посмотрите, пожалуйста, пошли нахер. Я правда уже выхожу из себя реально. Почему я должна смотреть? Для этого существует консультация, если вам очень сильно надо. Почему я должна просто, 2 секунды посмотреть. Это напоминает, знаете, как в советское время к врачу заходили, там очередь целая. А мне просто один вопрос задать. Зайдут и 2 часа там сидят. Потом, сейчас, секунду. Ой, а напишите, пожалуйста, вот ритуал. А где ритуал? У вас такт есть, у вас Вы что, с пещеры вышли? У вас воспитание есть вообще? Человек и так день и ночь работает, и она выкладывает. Вам что, прям вот сейчас вот как выйдет ритуал, тут же. Ой, а будет заговор, а вот 4000 ритуалов, заговоров и прочее. Вам срочно надо вот этот, прямо сейчас, вот этот заговор сделай. Вот приспичило. Понимаете? Ни стыда, ни совесть. А вот будет заговор. А заговор когда будет? А где заговор? Я что-то искала. А напишите заговор. Уже Яне в наглую пишет. А вот заговор вот это вы не напишите. Я просто кидаю в черный список. Все. Я реально устала от таких людей. Люди находили древние книги. Они склеивали, они по ночам сидели, выводили каждую букву. Понимаете, реставрировали эти страницы, чтобы эту мудрость себе взять. Настолько она нужная вещь, потому что редкая, и она поможет. Избаловались просто, вот что я скажу. Итак, горит здесь могильник, трава. Я уже вам объясняла, что травы создают невидимую сетку. И они... Вот. Я рада за вас, Марина. Конечно, так и будет. Просто нужно делать. Сегодня один человек написал и вызвал невольно у меня улыбку. И я думаю, ну вот реально, это же ж надо. Она написала, работают у людей те ритуалы, которые они делают. Которые не делают, они не работают. Вот так и есть. Знаете, когда провели опрос в Америке, какие люди творческие, а какие нет. Знаете, как вышло? Те, которые считают себя творческими, они творческие, которые считают себя не творческими, они не творческие. Вот и весь опрос. Вот просто. Понимаете? Опрос провели, как определить творческого человека и нетворческого. Вот кто сказал, кто себя признал творческим, те и есть творческие. Кто не признал, тот не творческий. Вот то же самое здесь. Делаете ритуал, получается. Не делаете, ничего не получается. Вот сидите, врите сами себе, что вот я-то делала. Дорогие друзья, будьте честны перед собой. Когда перестанете себя жалеть, возьмете себя в железный кулак и начнете толкать вперед по жизни, поверьте мне, у вас все изменится. Никто к вам домой не придет, не постучит и не скажет: министром хочешь работать? Тебе надо начинать с малого. С малого. Когда-то моя зарплата, я работала в музее, и приходили каждый день, просили у меня экскурсии провести, потому что я интересно рассказывала. Это вызывало потом зависть, потом, как обычно, и в школе, и везде. Везде это было. Так вот, моя зарплата, сейчас скажу, посмеетесь, 2300 рублей. Верите, нет? 11 лет назад. Но я пошла работать, я пошла просто выйти, потому что у меня тот момент был такой момент, знаете, я
не умела брать деньги за свою работу. Мной пользовались. Я хотела просто выйти куда-нибудь, как-нибудь. Я вышла, потом, когда уже там узнали, кто я, что я, начали приходить, я в конце концов говорю, да в конце концов, сколько можно просто так помогать? Я всего лишь 10 лет назад начала ценить свой труд. А сколько лет я работала просто так, скольким я помогла. Меня в Москве знали еще задолго до того, как я приехала сюда. Задолго. Итак, смотрите. Ключ нужно брать в левую руку, свечу в правую руку. И воск нужно выливать вот через вот это отверстие, стараться. И здесь просто мне тяжело вот как бы и смотреть, и делать. Даже если ключ испачкается, это не имеет значения абсолютно. Вы должны вот таким образом выливать на ключ. Сначала так читается, потом этот ключ кидают в воду и сверху начинают лить. Ну, давайте сначала вот так. Я сейчас покажу, как это нужно делать. Ключ судьбы передо мной. От всех дверей ключ. От всех замков ключ. Сегодня закрытые двери отворю, замки разобью. Судьбы закрытые дороги открою. Воском зло уберу, водою смою. Воск выливаю, ключом двери открываю. Извиняюсь, мне нужно перелистать. Колдовские замки ломаю, заклятие и проклятие разбиваю. Ключ сей сломает запретные замки. Ключ сей судьбы откроет дороги. Врата счастливой жизни распахнет. Как не спрятать огонь в ночи, так от меня не спрячется зло. Все в воске выльется. Колдовской замок над долей этим ключом сломается. Дверь спасения отворяется. Дорога судьбы открывается. Ключ спасения держу в руке. Этим ключом закрытые замки ломаю. Этим ключом двери закрытые отпираю. Этим ключом, что было закрыто, что было сокрыто. Ключом этим ломается и открывается. Что мешало идти, все препятствия с дороги убраны, дороги открыты. Ключ, замок, язык. Заклинаю, двери судьбы открываю. Да будет так. Один раз делаем вот так. Точнее, извиняюсь, 3 раза делаем вот так. А 3 раза кидаем ключ внизу и льем воск сверху. Но я не буду столько раз делать, потому что у меня памяти не хватит. Тем более я включила как бы освещение. И, естественно, у меня быстрее сядет батарейка, поэтому я по одному разу сделаю. Во, достаточно. А люди, которые практикуют, они сами возьмут и сделают как положено. Здесь-то я всего лишь учу, но невзирая на это, даже из-за того, что я просто учу, вот все эти работы влияют на меня в том числе. Итак, следующее. Ключ судьбы предо мной. От всех дверей ключ. От всех замков ключ.
Сегодня закрытые двери отворю, замки разобью, судьбы закрытые дороги открою. Воском зло уберу, водою зло смою, воск выливаю, ключом двери открываю, колдовские замки ломаю, заклятия и проклятия разбиваю. Ключ сей сломает запертые замки, ключ сей откроет судьбы дороги, врата счастливой жизни распахнет. Как не спрятать огонь в ночи, так от меня не спрячется зло. Все воски выльется. Замок колдовской над долей этим ключом сломается. Дверь спасения отворяется. Дорога судьбы открывается. Ключ спасения держу в руке. Этим ключом закрытые замки ломаю. Этим ключом двери закрытые отпираю. Этим ключом, что было закрыто, что было сокрыто, ключом этим ломается и открывается. Что мешало идти, все препятствия с дороги убраны, дороги открыты. Ключ, замок, язык. Заклинаю. Двери судьбы открываю. Да будет так. Видите, воск совершенно по-другому капает. Вот что касается чистки, просто чистки, как там капает воск, как собирается в одну кучу, как просто образует такую массу, и как здесь капает. Вы понимаете, от слов, от направления, от того, с какой целью ты читаешь на воск, какой посыл ты отправляешь, очень многое зависит. Понимаете? То есть я хочу вам сказать, что слово в магии имеет огромное значение. Вот какой посыл ты отправляешь, какой заговор читаешь, так и воск льется, так и свеча горит, так и дело получается. Понимаете? Нет, это не для всех. Это не для всех, Александр, я это объясняю. Потом я отмечу. И еще раз начитаю, как раз и завершим, потому что сядет батарея. Нет, не жаль. Не жаль, потому что для обычного человека это очень сильное напряжение такое делать. Обычным людям тоже дано немало очень сильных работ. Просто там немножко другое воздействовано. Ключ судьбы предо мной. От всех дверей ключ. От всех замков ключ. Сегодня закрытые двери отворю. Замки разобью. Судьбы закрытые дороги открою. Воском зло уберу. Водою зло смою. Воск выливаю, ключом двери открываю, колдовские замки ломаю, заклятия и проклятия разбиваю. Ключ сей сломает запретные замки, ключ сей откроет судьбы дороги, врата счастливой жизни распахнет. Как не спрятать огонь в ночи, так от меня не спрячется зло. Все в воске выльется, колдовской замок над долей этим ключом сломается. Дверь спасения отворяется, дорога судьбы открывается. Ключ спасения держу в руке, этим ключом закрытые замки ломаю, этим ключом двери закрытые отпираю, этим ключом, что было закрыто, что было сокрыто, ключом этим ломается и открывается. Что мешало идти, все препятствия с дороги убраны, дороги открыты, ключ, замок, язык. Заклинаю, дверь судьбы открываю, да будет так. Итак, читать нужно 6 раз. 3 раза через ушко ключа. И желательно, чтобы оно было, скажем так, большое, такое широкое, чтобы через него можно было воск капать. Если воск застынет на ключе, ничего
страшного нет. Вот. 3 раза таким образом, потом кидать ключ на воду и 3 раза сверху капать. Воск должен быть желтый, 3 черные восковые свечи. Собственно говоря, здесь вообще полностью все должно быть восковое для освещения и так далее. Могильник. После чего воск сверху собирается, вода выливается, ключ берем, сейчас вам покажу, в черный мешочек с красной лентой привязанной. Отдаем либо человеку, для которого делаем по его фотографии, либо, если это для себя, имеется в виду практики, значит для себя. Если мы отдаем человеку, то работает оно на 99% из 100%. Если оставляем у себя на 60%, но этого достаточно, чтобы открыть просто от безысходности, спасти человека. Этим ритуалом можно спасти из тюрьмы. Этим ритуалом можно спасти бизнес. Этим ритуалом можно делать очень много что. Касаемо простых людей, то есть практиков, которые работают для простых людей. Воск после нужно собрать, унести, закопать. Сверху кидаем, то есть льем алкоголь, кидаем 13 монет со словами «откупаюсь» и уходим. Вот этот ключ, да, можно ли повторить временами, но обычно повторение не требуется, потому что он очень сильный и очень надолго помогает, практически открывает судьбу человека. Но если нужно, на тот же ключ можно повторить или взять другой ключ. Разница особо невелика. Итак, вот таким образом. Черная ткань и красная лента. Прятать. Прятать. Вот. С этим ключом. Работает замечательно сразу же и очень сильно. Если у практика есть работа, которая ну никак не получается, как бы там ни старался, или есть человек с особой сложностью в судьбе, то, пожалуйста, берите, делайте. Трава сожженная выкидывается вместе с огарками свечи, точно так же, когда вы носите, закапываете воск. Это сверху там кидайте, оставляйте. Сверху алкоголь, 13 монет, откупаюсь и уходим. Обычно одного раза достаточно, чтобы судьба открылась. Обычно одного раза достаточно бывает. Все, дорогие друзья, пусть практики пользуются, помогают простым людям. Я буду только рада, если они профессионально сработают. Но еще раз говорю, если вы не имеете личной силы, как бы вы ни орали, что вы практик, взять, сделать моей работой, у вас ничего не выйдет. Имейте в виду. Всем удачи и всех благ.